В столице Индии, замечательном городе Дели, мы уже в который раз оказались в середине января после очередного путешествия. Здесь мы, как обычно, планировали провести ночь в гостинице на Майн-базаре, скоротать день и поздно вечером продолжить свой путь на родину. Утром мы прошлись по Майн-базару и сделали покупки, а после обеда, как и планировалось, отправились на моторикше к Красному форту. Недолгий путь до Красного форта в очередной раз подтвердил неоригинальный тезис о том, что Дели – город контрастов. В дверном проеме нашего тук-тука без какой-либо видимой логики сменяли друг друга огромные площади, пыльные стройки, циклопических размеров сооружения и обшарпанные старые кварталы. Когда же мы прибыли на место, выяснилось, что Красный форт для туристов закрыт из-за подготовки к празднованию Дня Республики. Мы некоторое время уныло послонялись вдоль ограждения закрытых ворот, и поскольку в гостиницу возвращаться совсем не хотелось, решили совершить экскурсию на велорикше по старому Дели. Мы уселись на узкое жесткое сиденье и тронулись в путь. Маршрут экскурсии пролегал по Чанди-Човк-Роуд, главной улице старого Дели, с последовательным проездом мимо Джайнского храма с труднопроизносимым названием Шри-Дигамбар Лал-Джайн Мандир, индуистского храма Бхагаван Шри Калки Мандир, а также невообразимого количества лавок и магазинов, располагавшихся в зданиях старой постройки. Можно сказать, что Чанди-Човк – это обычная индийская улица, однако все то, что в ней находится, нужно умножить на 5 или, по крайней мере, на 4. Все перемешалось здесь с необузданной торговой стихией. Люди, рикши, мотоциклы, собаки, машины, коровы. Миновав все перечисленные достопримечательности, мы добрались до находившихся в конце улицы соборной мечети Фатихпури-Масджид и кольцом окружающего ее спайс-маркета. В саму мечеть мы не заходили, ограничившись осмотром поражающего своими размерами грандиозного рынка специй. Нужно сказать, что, несмотря на название, торгуют здесь, как мне тогда показалось, по большей части сухофруктами и орехами. Специи тоже присутствуют, но не в подавляющем количестве. Помимо специй, орехов и сухофруктов, здесь же были замечены различные макарошки и еще какие-то пищевые продукты в ярких пакетиках. Покупать здесь мы ничего не стали, хотя цены были вполне приемлемыми. Пройдя вдоль одного из крыльев этого огромного рынка, вдоволь наглядевшись на орехово-сухофруктное изобилие, мы направились назад. После спайс-маркета мы поехали в обратную сторону, и я было подумал, что на этом наша экскурсия завершилась, но метров через 150 мы повернули вправо и въехали в старый город. По сути, старый город представляет собой циклопических размеров рынок. Точнее, это беспорядочно разрезаемый кривыми улочками и переулками огромный массив 3-4-этажных домов, на первых этажах которых расположены бесчисленные лавки, магазины и разнообразные предприятия общественного питания. Несмотря на внешнюю беспорядочность, рынок в Старом Дели все-таки организован. Так, отдельные его улочки посвящены определенным категориям товаров. Например, на первой из тех, что мне тогда удалось зафиксировать в памяти, шла бойкая торговля различной обувью. Целая улица с лавками, торгующими обувью. Кроме того, мы проезжали также овощные улицы, фруктовые, улицы с предметами для изготовления различных поделок, в первую очередь украшений, ювелирные улицы, улицу, на которой торговали изделиями из серебра и прочее.
Однако, как мне тогда показалось, больше всего в старом Дели лавок и магазинов с предметами и аксессуарами для проведения свадеб. Все это в совокупности создает необузданное визуальное буйство, какое-то трудно представимое сумасшествие. Усугубляло эту и без того практически нереальную картину то обстоятельство, что по указанным улицам передвигались несметные толпы людей, и наша повозка буквально плыла в этом пестром и шумном потоке. До сих пор поражаюсь, как нашему водителю удавалось там продвигаться. Через некоторое время наш рикша вырулил на немного более широкую улицу и анонсировал Silver Market, на котором мы ничего не купили, чем заметно расстроили его. Собственно, на этом наша экскурсия по старому Дели завершилась. Мы пересели на моторикшу и отправились в гостиницу. После столь насыщенной впечатлениями поездки 3 последних часа перед такси в аэропорт мы обессиленные лежали в номере. День оказался по-настоящему непростым. И стоило мне закрыть глаза, как в памяти всплывали бесконечные ряды лавок и магазинов и нескончаемые беспорядочно движущиеся толпы людей на кривых улочках старого Дели. Вот таким финальным аккордом, очередной порцией самых разнообразных и при этом весьма обильных ощущений, закончилась наша очередная поездка в благословенную страну Индию.